Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об огурцах. Что мы знаем о них? А что тут знать? Разрезал пополам, посыпал солью, потер друг об друга половинки и ешь. Нет ничего проще, хруст и свежесть. А кто не слышал про малосольные огурчики с чесночком и укропом? Соленые из бочки для рассольника и не только. Маринованные зимой под любое блюдо подойдут. А девушки их применяют по-другому. На лицо колечками и с утра как огурчик. Никакой усталости под глазами. И откуда только они такие зеленые появились? Кажется, что они были всегда. Обо всем об этом, да еще много о чем, мы поговорим прямо здесь и сейчас. Поехали! Когда мы смотрим на огурец, простой, зеленый, хрустящий, мы редко задумываемся, если, конечно, человек не работает на земле и сам не выращивает огурцы. Как он растет, в земле или на земле, но точно не на деревьях, это же овощ. И точно ли овощ? Давайте разберемся. Огурец – однолетнее травянистое растение семейства тыквенные. Его ближайшие родственники – арбуз, дыня, тыква и кабачок. Это плетистое растение с ползущими или вьющимися побегами, крупными шершавыми листьями и цепкими усиками. Огурец, как и его тыквенные сородичи, начинает свой путь с семени. Маленького и, казалось бы, ничем не примечательного. Но стоит ему оказаться во влажной прогретой почве, как начинается пробуждение. Семя набухает, его оболочка трескается и появляется первый корешок – радикулус. За ним, словно пробуя мир, тянется вверх петелька будущего стебелька. Еще немного, и из земли покажутся семидоли, за которыми вскоре разворачиваются настоящие листья, уже с узнаваемыми огуречными лопастями. С этого момента начинается фаза активного роста. Побеги удлиняются с каждым днем, стебель ползучий, полый, угловатый и покрытый мелкими жесткими волосками. Тянется по земле или вьется вверх, если находит опору. В этом ему помогают усики, особые модифицированные побеги, способные обвиться вокруг всего, что попадется рядом – прутика, сетки или ветки. Параллельно с ростом развивается и листьевой аппарат. Листья огурца крупные, лопастные, тоже волосистые и испаряют огромное количество влаги. Недаром огурец так остро чувствует засуху. Его корневая система не глубокая, поверхностная, широко разветвленная, но не способная добывать воду из глубин. Поэтому он жадно пьет все, что есть на поверхности, и особенно радуется дождю или поливу. Затем приходит время цветения. Вначале появляются мужские цветки, они на тонких ножках с пыльниками, но не дают плодов. Их называют пустоцветами. Только спустя время появляются женские цветочки, внутри которых крошечная зависть, будущий огурец. Если сорт пчелоопыляемый, здесь в дело вступают насекомые, перенося пыльцу с мужского цветка на рыльце женского. Со временем появились партенокарпические сорта, которые не требуют опыления вовсе. Они формируют плоды сами по себе, что особенно удобно в теплицах. Когда женский цветок опылен, начинается формирование плода. Зависть начинает быстро расти. Появляется классический зеленый продолговатый огурец. Сочный, водянистый, покрытый плотной кожицей с шипами или пупырышками. Внутри развивающиеся семена, заключенные в мягкую мякоть. И с точки зрения ботаники, это вовсе не овощ, а ягода, как арбуз или дыня. Проходит всего 5-10 дней, и плод готов к сбору. Молодые огурчики, корнишоны, хороши для маринования, более зрелые для салатов и засолки. Если же дать огурцу вырасти до конца, он пожелтеет, его кожица станет жесткой, а семена крепкими и жизнеспособными. Но не все огурцы такие. Есть огурцы бешеные. Бешеный огурец – это травянистое растение, распространенное в Средиземноморье, в Южной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке. Он предпочитает сухие каменистые, солнечные места и растет как сорняк вдоль дорог, в заброшенных садах и у подножий холмов. На первый взгляд он похож немного на своего культурного сородича. Стелющийся или прямостоячий стебель, шершавые лопастные листья, желтые цветочки, мелкие продолговатые плоды, похожие на миниатюрные огурчики. Но все меняется, когда плод созревает. Когда плод бешеного огурца
огурца достигает зрелости, он превращается в маленькую бомбочку замедленного действия. Внутри у него скапливается сильное внутреннее давление до 6 атмосфер. Это результат ферментации и накапливания газов в полости плода. И вот наступает момент. Достаточно слегка задеть плод, и он с громким шипением и щелчком срывается с плодоножки и выстреливает свою семенную массу на расстояние до 10 метров. Так бешеный огурец решает две задачи: распылить потомство как можно дальше, и делает это внезапно и эффективно. Но есть такие огурцы не рекомендуется. Плод бешеного огурца содержит элeuтерин, ядовитое вещество с сильным раздражающим действием. В древности его применяли в малых дозах, как слабительное или рвотное средство. Но из-за токсичности официальная медицина давно отказалась от таких экспериментов. Попадание сока на кожу или тем более в глаза может вызвать воспаление, боль или даже ожоги. Так что будьте осторожны, когда имеете дело с бешеным огурцом. Есть еще живой огурец, морской, и он к обыкновенному огурцу и даже к бешеному никакого отношения не имеет. И это уже совсем другая история для отдельного выпуска. А мы все-таки остановимся на обыкновенном огурце. Он родом из тропических лесов Индии и Гималаев. Его дикая форма до сих пор встречается в этих регионах. Огурец начали культивировать в Индии как минимум 3000 лет назад, а возможно и раньше. Он встречается в аюрведе, древней индийской медицине, как охлаждающее, увлажняющее средство, уравновешивающее жар тела. А индийские крестьяне уже тогда знали, что старые горькие огурцы годятся разве что для коров и лекарств. Затем огурец двинулся на запад, вместе с торговыми караванами и армиями. Через Персию, Месопотамию он попал в Древний Египет, где его, как считают, ели еще строители пирамид, возможно, в виде первобытного салата с уксусом. Египтяне приписывали огурцам освежающие мочегонные свойства. Папирусы хранят изображения длинных зеленоватых плодов, подаваемых на глиняных блюдах вместе с луком и чесноком. У древних греков огурец считался полезным для желудка и подавался к столу вместе с медом и уксусом. Пифагор его хвалил. А римляне пошли дальше. Император Тиберий был настолько влюблен в этот плод, что приказывал выращивать огурцы круглый год, используя примитивные парники. Рамы из слюды или прозрачной ткани натягивали над грядками, создавая тепло и влагу. Плиний-старший пишет об огурцах с уважением и даже научным интересом. Он замечал, что огурец обладает способностью снимать жар, особенно в летнюю погоду, и применялся в виде компрессов. А женщины в Риме использовали огуречную мякоть как косметическое средство. История масок для лица начинается именно здесь. В Европу огурец пришел во времена Средневековья, после периода забвения, связанного с падением Рима. А вот в Россию огурец попал примерно в X веке, возможно, из Византии или с Востока. Сначала в Киевскую Русь, потом распространился по всей Восточной Европе. Здесь он быстро нашел свою стихию – соленую, малосольную, укропно-чесночную. Ни один другой народ, пожалуй, не сделал с огурцом столько кулинарных экспериментов, как восточные славяне. Уже в летописях XII века есть упоминания о огурцах зеленых, которые ели в летнюю пору. Но расцвет огуречной культуры в России произошел позже, в эпоху Петра I и далее в XIX веке. В русской кухне огурец стал универсальным соленым ингредиентом. Маринады, засолки, рассолы – все это не просто гастрономия, а целая культура. В деревнях устраивали огуречные базары, а знаменитые суздальские, муромские, нежинские, астраханские огурцы со временем стали брендами своего рода. В Америку огурцы попали в конце 15 века и даже упоминаются в дневниках Джона Смита, капитана и основателя Джеймстауна, первая английская колония в Вирджинии, 1607 год. Он писал, что индейцы выращивают кукурузу, а колонисты – огурцы и капусту. Уже в начале 17 века огурцы стали частью огородной культуры английских поселений в Америке. А в Австралию только к началу 19 века. Уже в первых отчетах офицеров и ботаников упоминается, что посевы огурцов были сделаны в районе Сиднея и Параматы, в новых колониальных садах. Растение прижилось, климат оказался
оказался вполне подходящим. Теплый, с сезонами дождей, особенно на восточном побережье. И все это время люди ели горькие огурцы. И только недавно они перестали горчить, но не потому, что передумали. Не обошлось без влияния человека. Огуречная горечь – гордая и дикая природная черта, которую веками пытались укротить. Когда-то почти все огурцы немного горчили, а особенно ближе к плодоножке. Горечь огурца – дело рук особого вещества под названием кукурбитацин, который огурец вырабатывает как естественную защиту от поедания травоядными. И кукурбитацины ядовиты в больших дозах. Их горечь служит предупреждением: не съешь меня и не будешь болеть. И вот на протяжении тысячелетий человек ел огурцы, морщился, иногда отрезал попку и тер ей срез, якобы чтобы вытянуть горечь. И в какой-то момент это надоело, и селекционеры, устав от постоянного горчащего сюрприза, взялись за дело всерьез. Один из первых официально задокументированных безгорьких сортов появился в Германии еще в 30-х годах прошлого века. Но массовое распространение началось только в 70-х. Особенно преуспели в этом советские и голландские агрономы. Это было время триумфа огуречной селекции. В СССР, США, Китае и Европе одновременно ученые работали над выведением гибридов с пониженным содержанием кукурбитацинов. Секрет оказался в генетике. Ученые выявили, что кукурбитацины концентрируются в кожице и у плодоножки, а также, что их уровень зависит от стресса, жара, засуха, недостаток воды или света, и огурец начинал горчить от обиды. Поэтому начали выводить сорта, где гены, отвечающие за синтез кукурбитацинов, были ослаблены или вовсе выключены. Такие сорта, как, например, Зозуля, Изящный, Мурашка, Герман, Криспина, почти не горчат, даже при неблагоприятных условиях. А вот если вы вдруг найдете дикий огурец или старинный бабушкин сорт, готовьтесь к неожиданностям. И они вам напомнят, что ты ешь дитя джунглей, а не продукт работы селекционеров. С горькостью разобрались. Переходим к хрусту. Сколько бы рецептов не было, с уксусом, чесноком, в бочке, в банке, на бутерброде или просто с солью, все хотят одного: чтобы огурец хрустел, чтобы каждый укус напоминал, зачем мы любим лето. Или зимой нет ничего лучше, чем открыть банку огурчиков, услышать этот хрум и понять, что все в этом мире хоть на миг, но на своем месте. Огурец хрустит потому, что у него тонкие стенки клеток, особенно в кожице, и при этом они находятся под высоким давлением, так называемый тургор. Это значит, что каждая клетка огурца как миниатюрный водяной шарик, туго набитый влагой. Когда вы кусаете огурец, ваши зубы разрушают тысячи клеток сразу, и в момент их разрушения выделяется не только сок, но и волна звука, тот самый хруст. И, конечно же, огурец несет влагу не в переносном, а в самом буквальном смысле. Он наполнен прохладной водой, которую растения вытянули из глубин земли и аккуратно упаковали в зеленую кожуру. Огурец — это более чем на 95% вода, но это не просто вода, а живая, растительная, с растворенными минеральными солями, витаминами и легким ароматом свежести. Не случайно в древности огурцы считались не просто пищей, а природным напитком, особенно в жарком климате. Да и у нас без них не обходится ни одно жаркое застолье, ни один пикник, ни одна банька. Огурец освежает не только тело, но и настроение. А кто отдохнул больше остальных, на утро пьет огуречный рассол. Но только не из маринованных, а соленых огурцов. Наряду с капустным рассолом он помогает быстро восполнить запасы электролитов, особенно натрия и калия. Именно поэтому он так хорош при похмелье. Еще рассол, полученный путем брожения, богат пробиотиками, живыми бактериями, которые полезны для микрофлоры кишечника. Они могут улучшать пищеварение, укреплять иммунитет и даже влиять на настроение. Немного подкисленный соленый рассол активизирует выработку желудочного сока. Именно поэтому немножко рассола перед едой – традиционный способ разбудить желудок. И не забываем, что любой продукт должен быть в меру. И соленые, и тем более маринованные огурцы, и рассол, и тем более другие горячительные напитки, и даже самый полезный свежий огурец может стать вредным, если вы решили съесть их ведерко. И пусть огурец состоит на 95%
10% из воды. Но оставшиеся 5% это не пустяк. Это и калий, регулирующий водно-солевой баланс, полезный для сердца, и кремниевая кислота, укрепляющая кожу, волосы и соединительные ткани, йод, медь, марганец, фосфор в микродозах, но в легко усвояемой форме, витамины группы В, С, К, и даже есть фитонциды, обладающие легким антисептическим действием. Конечно же, огурцы часто используются в косметологии и дерматологии. Увлажнение кожи за счет воды и микроэлементов, отбеливание. Сок огурца может слегка осветлять пигментные пятна и следы от прыщей. Антиоксидантные действия, благодаря витаминам и ферментам, сужение пор и очищение. И снятие отеков под глазами. Да-да, те самые знаменитые огуречные колечки на веках. Также огуречный экстракт входит в состав тоников, кремов от усталости кожи, масок и средств после загара. Сегодня огурец – звезда в гастрономии, косметике и медицине. Его едят сырым, варят, солят, маринуют, сушат, делают чипсы, сок, коктейли, маски и даже духи. Он участвует в салатах, супах, смузи и умеет дружить с любой кухней, от японского сунамона до мексиканского гуакамоле с огурцом. Что уж говорить о рассольнике или окрошке. Он освежает лицо, успокаивает желудок, очищает сосуды, избавляет от отеков, служит и на столе, и в аптечке, и в косметичке. Огурчик уместен в любой компании, будь то дачный обед или ресторан высокой кухни. И только сейчас иногда нет-нет, да и попадется огурец с горькой попкой. Упрямый потомок своих диких предков. Хрустите с удовольствием, будьте здоровы и свежи, как молодые огурчики. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.